Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш и серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о якорях на буквах, которые нам нужны для создания расширенной латиницы и кириллицы. Для того, чтобы нам соединить вот эти символы диакритические с символами латиницы, нам нужно выставить якоря, потому что если мы сделаем обычное совмещение, нам придется вручную их позиционировать. Это не очень удобно, но тем не менее это возможно. Например, я выберу вот этот символ circumflex, открою его, и что я могу сделать? Могу вручную добавить элемент тулом компонент буквы А. Он добавляется во все мастера. И дальше добавляю компонент, что это у нас circumflex. Значит, пишу circumflex. Здесь нам нужно выбрать не обычный, а кейс-версию. Вот. И, как видите, он у меня кривовато стал, потому что становится просто посередине вот этой площадки. Так как она у меня здесь не обозначена, она у меня с минусовыми значениями, он стал просто криво. Вот здесь тоже очень криво. Теперь что мы можем сделать? Можем выставить вот здесь метрики, чтобы он брал из буквы А, и скопировать их на все слои. И теперь каждый из вот этих вот циркумфлексов нам нужно спозиционировать. Можно воспользоваться панелью Transform. Ну, в общем, это все не очень удобно. Можно сделать это автоматически, чтобы FontLab делал это для нас. Для этого нам нужны якоря, которые мы крепим и на саму букву, и на диакритический знак. Что такое якоря? Якоря мы с вами уже делали, когда собирали скин-фильтры на букве C. То есть якоря — это отметки в шрифте, которые позволяют программе FontLab либо какой-то другой программе понять, куда именно нужно поставить и куда нужно совместить один компонент к другому компоненту, если делаем это, например, вне программы FontLab. Для того, чтобы сделать это, нужно добавить, собственно, эти якоря. Начнем с того, что я сейчас пока удалю вот это вот. Начнем с буквы А. У нас ее несколько разных вариантов с диакритическими знаками, поэтому сделаем якоря на букве А во всех ее начертаниях. Я открыл латинскую букву А, и теперь нам нужно сюда добавить якорь. Делается это вот так. Можно правой кнопкой нажать «Добавить якорь», и он у меня добавляется с непонятным названием, с непонятным положением. В общем, куда-то непонятно он добавился. Раньше они добавлялись сразу какие нужно, но сейчас почему-то это не происходит. Поэтому я делаю вот что. Где-то здесь у меня есть возможность добавить якоря. Вот гриф, добавить якорь. И вот теперь он стал с правильным названием в правильное место. И при этом, если я повторю эту процедуру, он мне добавит противоположный якорь. И следующий будет боковым, скорее всего. Да. Ну, такие мы использовать здесь не будем. И вот этот мне тоже здесь сейчас не нужен. Но, кстати, если мы его выделим, мы увидим, какие диакритические знаки применимы к этому якорю. Это облако диакритики позволяет нам увидеть, что, куда мы можем с вами совместить. Например, передвинув сюда, мы можем понять, как это будет выглядеть. У вас, скорее всего, этого пока не будет видно, потому что вы еще не добавили соответствующие якоря в диакритические знаки. Мы это сделаем чуть позже. Поэтому вот это я убираю, вот это я выделяю. Здесь у меня вот много всего представлено. Это тоже сейчас пока мы не трогаем. Наша задача сделать так, чтобы вот этот якорь у нас был ровно посередине. Из-за того, что у нас вот эта буква имеет неправильное, нечетное число, у нас вот здесь есть небольшая разница в расстоянии. Здесь 349, здесь 348. Но это потому, что я их просто копировал из каких-то промежуточных инстансов, поэтому у меня немножко здесь коряво получились. Ничего страшного, я сейчас вот так вот подровняю. Теперь у меня якорь можно спозиционировать. То есть, видите, если я делаю идеально посередине его, то он у меня подсвечивает синим цветом. В общем, такой якорь, который находится сверху, называется топ. Мы его добавили, и теперь нам нужно скопировать его на все слои. Видите, они добавились только в одном слое, поэтому мне что нужно сделать? Я могу выбрать этот якорь и нажать вот сюда. Он скопирует во все мастера, которые активны. Либо могу просто нажать Ctrl-Y, и он у меня скопируется во все мастера. То есть та же самая операция, но он вставляется у меня в то же самое место, поэтому мне нужно его теперь вручную вот так спозиционировать. Либо можно попробовать его центрировать через панель Transform. Нажму, не получилось, ну ничего страшного. В общем, я его вот так вот выставляю, нахожу идеальное положение,
ровно посередине. Здесь тоже у меня глиф автоматически сгенерирован, 271. У вас такого быть не должно, это просто я немножко облегчил себе задачу и просто сгенерировал вот эти все положения. Так, вот теперь навожу сюда курсор, все идеально по 150. В общем, как вариант, мы можем с вами спозиционировать такой якорь ровно посередине в каждом мастере. Как вы понимаете, каждый раз вот так позиционировать его ровно посередине, это очень утомительно. Если вдруг мы вот здесь вот так вот сдвинули по какой-то причине наш рисунок, нам каждый глиф нужно проверить и его как-то вот сместить и проверить, все ли якоря у него стоят на месте. Для этого у нас есть специальные выражения, которые позволяют автоматически центрировать вот этот якорь ровно посередине нашей вот этой площадки. Вне зависимости от ее размера он автоматически будет подтягиваться. В больших проектах, где очень много символов, это может происходить не очень своевременно, потому что все-таки каждый в этот раз просчитывать все ему тяжеловато. Но тем не менее, перед экспортом он все равно это все просчитает и все будет окей. Поэтому, чтобы у нас автоматически он стал ровно посередине, мы используем выражение. Поэтому, если мы кликаем вот сюда, то у нас сверху в Property Bar появляется вот такое вот поле, где мы можем посмотреть, во-первых, включить-выключить облако диакритика, увидеть его название, здесь мы можем его переименовать, либо мы можем, здесь мы его не можем, ну ничего страшного, вот здесь задать какие-то значения, вот, а еще здесь есть панель для выражений, в которой мы можем написать, как именно он будет у нас позиционироваться. И в данном случае в первом вот этом левом блоке, пункте, поле, куда можно ввести с калькулятором, мы можем написать выражение центр. Центр позволит нам его центрировать относительно нашей ширины площадки. То есть, если вот здесь 463, он ровно посередине его и разместит. Поэтому здесь я пишу центр, жму Enter, и вот он у меня стал автоматически. Теперь я могу вот здесь, допустим, увеличить размер, и, как видите, он у меня в реальном времени начинает сдвигаться в сторону. Вот. То же самое выражение мы можем скопировать вот сюда. Оп. Вот. Он выдал ошибку, потому что у меня здесь не хватает буквы R. Неправильное выражение, он сразу выдал ошибку. Пишу R, и все у меня сработало. Это у нас панель Output, она показывает все ошибки, которые у нас есть. Я ее пока закрываю. Но можно сразу было добавить эту панель Center в панель Property Bar, добавить выражение центр и скопировать так во все другие мастера. Вот если здесь посмотрю, у меня здесь выражения нету, здесь выражения нет, здесь выражения нет, точнее выражение здесь есть. Что я могу сделать? Я могу просто скопировать эти выражения в другие мастера. Я кликаю несколько раз, проверяю, и вот оно у меня скопировалось во все мастера. Все, в букве А мы сделали якоря с выражением, все как бы все окей, все нормально, все работает. Наверное, даже вот тут, да, даже в слой инстанс у нас, видите, якорь тоже бегает. Соответственно, в зависимости от размера он автоматически постраивается. Вот. Иногда бывает так, что вот этот вот якорь немножко съехал, и вроде бы выражение стоит, а он не смещается. В таких случаях можно его обновить. Для этого нам нужно будет перейти в фонд Update Glyphs. Мы нажимаем сюда, и он пробегает по всему шрифту, по конкретному текущему мастеру, и просчитывает все метрики, все выражения и всякие вот такие штуки, чтобы их обновить. По умолчанию у вас еще включено автоматическое обновление метрик и автолейеров. Это тоже полезно, но если у вас в шрифте больше 1000 знаков, это, конечно, будет тяжеловато. Именно по этой причине, когда я загружаю сюда в свой шрифт Zasker, он долго продумывает там какие-то операции, поэтому, конечно, тяжеловато работать с таким большим проектом, но ничего не поделать. Поэтому в таких случаях можно их отключить, тогда все будет гораздо быстрее, а периодически просто выбирать сюда Update Glyphs. Но я вот тут пока сделал автоматические обновления, чтобы просто не делать каждый раз. Хотя я даже здесь вот назначил комбинацию свою Ctrl-9, чтобы нажать ее, автоматически он мне все прочитал. В общем, если вдруг у вас что-то где-то идет не так, не становится выражение, просто нажимаем фонд Update Glyphs, и он все просчитывает, и все становится на место.
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.